Привет, друзья! Меня зовут Алексей Инжаков. В этом обзоре мы с вами изучим преамп для акустической гитары, а также для других акустических инструментов от фирмы Nux, модель Stageman Floor. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Во-первых, это эквалайзер. Нижние частоты, средние верха вы можете скорректировать. Гейн, да, предусиление. И также здесь есть эффекты, что очень здорово. Это хорус, это реверб. Здесь есть notch фильтр, который позволяет найти нужную частоту, которая заводится или которая не очень приятно звучит, и убрать ее. Также есть скуп, то есть можно вычеркнуть середину. Вот. Но это регулятор on, который включает как раз notch. Вот. Эта кнопка включает преамп. Ну, там дополнительные функции еще есть, чуть позже о них расскажу. И эта кнопка включает эффект хорус. И, кстати, есть еще один бонусный эффект, это эффект фриз. Тоже чуть позже его рассмотрим. Он тоже используется этой кнопкой. Теперь давайте посмотрим, что находится сзади прибора. Это вход для инструмента. Дальше есть переключатель. В зависимости от звукоснимателя, какого установлен, пьезодатчик или магнитный датчик. Дальше есть тумблер отключения земли. А зачем это нужно? Иногда бывает такое, что из-за земельных петель, так называемых, возникает фон. Дело в том, что обычно педали подключают, если у вас несколько педалей, то вы подключаете их к блоку питания, от которого идет несколько проводов для каждой педали. Некоторые подключают так называемые гирлянды, то есть у вас идет один провод, и от него множество ответвлений. И иногда из-за таких проводов возникает фон, возникают так называемые земляные петли. Ну и, в принципе, может быть не очень грамотно электричество разведено, может быть свет и звук подключен в одну и ту же сеть. Обычно так считается неправильно делать. В общем, может быть некоторый фон, связанный с землей, и тогда вы отключаете землю, и этот фон может пропасть, если вам повезет. Вот. Хорошо, дальше идет выход. Их два, вот это выход на джек, и здесь есть, мы сейчас подключили выход D-out, то есть балансный выход. Идет звуковую карту, у нас сейчас звук отсюда. Вот. И дальше это посыл и возвратные эффекты. То есть к этому преампу, такое достаточно часто бывает, и это хорошая функция для преампов. То есть к этому преампу в разрыв, так называемый, вы можете подключить другие эффекты, которых здесь нет. Например, дилей или что-то еще. Если у вас они есть в отдельной педали, вы можете включить их сюда, и они будут вставлены. Зачем это нужно? Они будут вставлены в нужное место. Вот. То есть они будут вставлены после эквалайзера, но до реверба. Потому что реверб должен идти в конце, а все остальные эффекты должны идти до него. Вот и если такой функции нет, то вам надо будет поставить либо до, либо после, а благодаря разрыву вы можете поставить после эквалайзера, но до реверба. Это питание, это понятно. И также здесь есть гнездо USB для подключения к компьютеру и прошивки. То есть его можно перепрошить, если фирма Nux выпустит обновление, то можно обновиться. Также здесь есть еще два разъема на мини-джеках. Первый из них — это вход для MP3-плеера или любого другого проигрывателя, если вы играете, например, под минуса, под бэкинг-треки. Либо можно подключить метроном для занятий. И второй выход — это наушники. Также это можно использовать для занятий дома, может быть, для мониторинга на концерте в каких-то ситуациях. В любом случае, это приятная, полезная функция. Ну что же, теперь обо всем по порядку. Давайте начнем с того, что просто сравним звук гитары напрямую в линию, без преампа и через него. Попробуем. И с преампом. Сейчас был просто без эффектов. Теперь, я думаю, что самый главный эффект — это, конечно, реверб. Обычно он есть у звукорежиссера. То есть, по-хорошему, конечно, ревербом должен звукорежиссер сделать. Потому что, когда вы находитесь на сцене, то не слышите адекватный звук. Вы можете слышать огромное эхо из зала, потом зал заполнится людьми, и это эхо будет совсем другим. Я много играл концертов, и
не всегда есть звукорежиссер. Вот. Не всегда у него есть реверб, и не всегда он хороший. Вот. Поэтому, конечно, хорошо, когда у вас есть реверб. Я, кстати, очень часто с собой носил реверб. У меня был такой большой рэковый реверб. Некоторые думали, что у меня в рюкзаке парашют, когда я с ним приходил в клуб. Потом я купил себе поменьше реверб. В общем, я хочу сказать, что это практично иметь реверб. Давайте попробуем. Значит, вот сейчас было без реверба. Еще пару звуков издам. Без реверба. И добавляем реверб. Я думаю, вот примерно так. Вот. Можно ее, конечно, побольше сделать. Если динамичная композиция, то обычно меньше реверба. Если медленная такая балладная композиция, то можно сделать больше реверба. Кстати, вот интересно, в описании, когда я изучал, там было написано, что одна ручка, но она регулирует мультипараметры эффекта. То есть вообще-то у обычного реверба есть несколько параметров. Основные параметры реверба — это длина хвоста, да, реверба, и микс. Ну, еще тон бывает. Вот здесь только одна ручка, но, как написано в описании, сейчас попробуем, она регулирует сразу несколько параметров. То есть, по идее, возможно, она регулирует и микс, и длину, или, возможно, как-то тон меняется. Но вот давайте сейчас послушаем, скажем, минимальные параметры. Чуть побольше. Побольше добавим. И в некоторых случаях можно попробовать даже максимум. Вот, это реверб, но в качестве рабочего положения я бы такой вариант оставил. Второй эффект, который давайте рассмотрим, это хорус. Ну, хорус не такой популярный эффект. Реверб, по идее, он должен работать все время. Может быть, меньше, больше. Но если вдруг вы выключите, то это будет немножко странно. Хорус — это не совсем такой популярный эффект. Он может быть использован в нескольких песнях. По крайней мере, я бы так делал. Ну, возможно, есть люди, которые все время его включают. Давайте послушаем. Значит, реверб я оставляю в таком положении. Послушаем хорус. Чистый звук у нас такой. Добавим хорус. Вот так он звучит. В принципе, хорус — это, наверное, по моему опыту, это второй по популярности эффект для акустических гитар, кроме реверба. Ну, еще дилей можно использовать. Давайте попробуем покрутить ручку хоруса, посмотрим, как меняются параметры. Ну, вот такой хорус. Давайте поговорим о некоторых дополнительных функциях, которые могут быть полезны. Функция скуп. Она вычерпывает середину. Если вам кажется, что на концерте слишком много средних частот, может быть, гитара такая, может быть, в клубе так звук настроен,
часто в клубах непредсказуемые бывают ситуации. Вот. Либо по каким-то еще причинам вы хотите немножко скорректировать звук, то вот можно воспользоваться функцией Scoop. Я так понимаю, она работает немножко иначе. Ну, сейчас можем сравнить, вот, скажем, середина. Давайте попробуем. Середина посередине у нас стоит. Да. Я могу ее уменьшить. Могу увеличить. И теперь давайте сравним с функцией Scoop, которая также вычеркивает середину. Значит, сейчас еще раз. Это без Scoop. И Scoop. Таким образом, можно заметить, что Scoop — это больше нижняя середина, а ручка Middle больше регулирует верхнюю середину. Ну, по большому счету, это все нужно просто делать, слушая звук и настраивая его так, как вам нравится. Вот. А функция Notch, она может быть применена для подавления обратной связи. Когда вы сидите дома или в студии, где звук не очень громкий, подключаете или даже наушники, то, конечно, обратной связи не будет. Но когда вы играете на сцене, если это с группой, то приходится делать гитару достаточно громко, и она начинает резонировать, и некоторые частоты начинают гудеть. И вот функция Notch, она позволяет найти эту частоту. То есть вы включаете on, и дальше вы ищете частоту, которую нужно подавить. Скажем, ваша гитара играет. Ну, надо, чтобы что-то гудело и фонило на сцене. Вот. Ну и дальше вы крутите эту ручку и находите данную частоту. Она будет подавляться. Также это можно использовать, если какая-то частота не очень приятно звучит. То есть, может быть, это призвук от звукоизвлечения, от ногтя, от пальца, от медиатора, какой-то дребезг, там, провод внутри гитары отвалился. Ну, провод вряд ли она подавит. Вот. Какие-то, в общем, неприятные признаки можно также найти и подавить с помощью этой функции. Вот, достаточно полезно. И теперь пришло время для суперсекретного эффекта, который не обозначен ни под одной ручкой, и только надпись под левой кнопкой говорит о его наличии. Это эффект Freeze, также его называют эффект Hold. Что это такое, почему его нет под регулировками? Да потому что это очень простой эффект, и он не нуждается в никаких регулировках. Его суть проста. Когда я играю какой-то аккорд, затем нажимаю левую кнопку и удерживаю ее. Вот если я просто нажимаю, включается хорус. Если я нажимаю и удерживаю, включается фриз. Пока я держу эту кнопку, аккорд будет продолжать звучать, при том, что я могу уже убрать руку и играть какое-то соло. Сейчас я это продемонстрирую. Я убрал руки, но звук продолжается. Затем я могу что-то сыграть сверху. Вот так это работает. Такой эффект может быть очень хорошо использован теми гитаристами, которые играют сольно, то есть без группы. Он создает объем, и вы можете немножко поимпровизировать на фоне звучащих аккордов. И второй эффект, который здесь присутствует, это лупер. Чтобы его включить, нужно нажать на две кнопки одновременно. Включается лупер. И в режиме лупера ручка реверба становится громкостью лупера. Все управление лупом происходит правой кнопкой. Если я нажимаю один раз, начинается запись. Нажимаю второй раз, начинается воспроизведение. Если я нажимаю еще раз, начинается овердап, то есть наложение. Если нажимаю еще раз, то наложение прекращается. Накладывать слои поверх можно бесконечное количество раз. Хотя длина самого лупера здесь 60 секунд. То есть основной луп может быть 60 секунд, но сверху наложения могут быть сколько угодно. Вот. То есть это не какой-то большой лупер, где много функций. Это достаточно такая как бы компактная функция, встроенная в этот лупер, но она вполне используемая, и на самом деле очень часто больше и не нужно. Вот. Сейчас мы попробуем, как это работает. Значит, я рассказал о том, как начать запись, как
начать воспроизведение, как сделать овердаб. Дальше, если хотите остановить запись, нужно нажать дважды. Вот. Если хотите стереть, нужно удерживать клавишу. Вот. Тогда луп стирается. Если просто нажать дважды, да, он выключится, но не сотрется. И потом вы можете нажать снова, и будет воспроизведение. Достаточно удобно. Вот. И также есть функция, удивительно, что на одной кнопке столько функций, также есть функция отмены овердаба. То есть если вы на основной луп записали второй луп, и он немножко вам не нравится, может быть, не ритмично или что-то еще, то вы можете во время воспроизведения удерживать правую клавишу, и тогда овердаб отменится. То есть если вы удерживаете правую клавишу во время стопа, тогда луп сотрется. Если вы держите правую клавишу во время воспроизведения после овердаба, тогда овердаб сотрется. Так, может быть, кажется сложным эти функции, но на самом деле достаточно естественно. И несколько раз попробуйте, и вы разберетесь. Хорошо, давайте попробуем. Значит, сейчас я включил режим лупера. Я сыграю небольшой фрагмент и посмотрим, что будет. Ну что же, на этом мы изучили все эффекты, которые встроены в такой маленькой коробочке. Надеюсь, я дал вам представление о том, как это работает. Я думаю, такой прибор рассчитан в первую очередь на гитаристов, которые играют сольно, потому что есть другие преампы, в которых, допустим, нету лупера и нету фриза, но есть, может быть, там дилей, реверб, больше каких-то эффектов. Они больше подходят для игры гитаристов в группе. Здесь именно на, может быть, фингерстайл гитаристов, на гитаристов, которые поют и аккомпанируют себе на гитаре, рассчитано. Потому что здесь есть такие функции, как фриз и лупер, которые позволяют обогатить сольное выступление. С группой они не имеют большого смысла. Вот. Также здесь есть эквалайзер. Вот это очень здорово, потому что, как я говорил, звукорежиссер он может быть, может не быть, может не уметь пользоваться эквалайзером, может не быть у него эквалайзера. Вот. И удобно иметь такую возможность, если вдруг вам нужно в какой-то композиции, допустим, усилить басы, играете там какую-то насыщенную басовую партию. Вам не нужно кричать там: «Эй, звукорежиссер!» Вы просто добавляете баса, и все. И потом звукорежиссер хватается за голову и думает: «О боже, что он сделал?» Такое может быть. Вот. Всякое бывает. Ну, кроме шуток, на самом деле, вы действительно можете немножко добавить баса, где вам нужно, потому что звукорежиссер не понимает, что вы хотите, какая у вас задумка. Вы немножко добавите бас, немножко добавите того, в другой песне добавите немножко еще чего-то. На баллады вы можете увеличить реверб, на динамичные композиции уменьшить реверб. В некоторых композициях, чтобы обогатить звучание, вы можете добавить хорус. Ну и также, как я уже показывал, фриз и лупер тоже могут быть классными эффектами. Меня такой прям привлекает. Хотя я сейчас первый раз его пробую. Если вы играете концерт, если у кого-то уже есть, то пишите свои впечатления в отзывах, как он вам, насколько это удобно. Мне кажется, что это должно быть очень удобно, потому что много функций и компактный корпус. Я знаю, как его таскать. Много приборов с собой. Вот. Таким образом, оценивайте звук. В первую очередь, конечно, выбирайте оборудование по звуку. И на втором месте это эффекты. Если это те эффекты, которые вам нужны, которые вы используете, то этот прям вам подходит. Вот если вам нужно что-то еще или, наоборот, не нужно то, что здесь есть, ну, можете искать какие-то другие приборы. Но в целом это достаточно оптимально и удобно. Надеюсь, вам понравился этот обзор. Пишите свои впечатления. Если вы используете такой прибор, то делитесь опытом. Надеюсь, вам понравилось, как он звучит. Если это так, то
подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до новых встреч. Пока. Приветствие переписываем. Почему? Я удалил случайно. Ты какой-то опасный парень. Да, давай. Подожди, стой, давай сейчас вот этот скорость опять. Потому что там что-то упало. Давай сначала расскажем про что у него есть. И про что это такое, а потом уже перейдем к сравнению. Хорошо.